Добрый вечер, друзья. Добрый вечер. Сегодня 29 мая. Установим шарик в номер 29. Это прямой эфир на моем канале Рулетка и мы. Сердце Лайв. Сейчас несколько бросков. Посмотрим, как ложится шарик. И поговорим об устных ставках. О ставках с соседями по треку. Есть два типа броска. Открытая рука и закрытая рука. Давайте посмотрим, как это выглядит. Открытая рука, закрытая рука. Открытая рука, закрытая рука. На рулетке в момент броска каждый штрих заключает в себе исключительное значение. Запомните это, друзья. Итак, 29 мая, прямой эфир. Делаем спин. Шарик вышел достаточно мягко. Посмотрим, как он ляжет. Если он не будет сильно дергаться, все зависит от техники броска. Ух ты, как интересно. Он упал в номер 1. Ну, еще сделаем бросочек. Если шарик ложится мягенько и смотреть приятно. Так, куда он пойдет? Пойдет. Ну что, в принципе, рядом с номером 29. Замечательно. Вы, естественно, знаете, что трек повторяет расположение номеров на колесе рулетки. Я буду показывать ставки соседями на рулетке, а вам предлагаю нарисовать поле или трек, и трек для наглядности. Что самое главное? На своих примерах покажу, как минимальным количеством фишек закрывать максимальное количество номеров. Возможно, эти примеры будут интересны для вас. Конечно, если мы поставим в трек, допустим, соседа в номер 1, и шарик опустится где-то в районе этих номеров. Но все прекрасно знают, что сосед в треке закрывает 2 справа, 2 слева и непосредственно номер, который вы выбрали. И если шарик остановился в районе этих 5 номеров, ну, скажем так, это несказанная удача. Но как часто это бывает? Вспомнили? Ну, думаю, не так часто. А давайте попробуем. Сделаем несколько бросков. Упадет он в сосед номера 1. Вот сейчас мы и посмотрим, где он остановится. Ну, видите, чуть-чуть не дошел. Давайте еще. Теперь закрыта рука. Вот так вот. Посмотрим, как он упадет. Вот шарик упал в 0,35. Ну что, друзья, еще раз. Если вы поставили сосед в номер 1, у вас играют 5 номеров. Но как часто это бывает? Я еще раз просто повторяю, чтобы сделать акцент на те ставки, которые вам хочу предложить. А хочу вам предложить 3 варианта ставок для игры по треку. Я буду показывать все на колесе, так как колесо и трек это расположение, естественно, трек повторяет расположение номеров, я думаю, вам будет понятно. И наглядно, очень, так сказать, удобно будет все это наблюдать. Итак,
3 варианта устных ставок по треку. Первый вариант называется точечная ставка. Допустим, вы выбрали номер 1 и хотите закрыть точечной ставкой. Это будет выглядеть так. 14, 16. Два соседа и закрываете точечная ставка. Следующий вариант. Это ставка тремя соседями. Вы ставите 3 соседа и закрываете 15 номеров. И следующая ставка. Эта ставка называется в полполя или полколеса. И уже играете 4 соседями. Это будет так вот в районе зоны 1. 14, 16, 8, 29. Это вот так выглядит ставка в полколеса или полполя. А сейчас давайте поговорим о каждой ставке более подробно. Итак, чем интересна ставка точечная? Она не привязана, эта ставка точечная, вот такая вот ставочка, вот на единичку, она не привязана к 8 зонам. Вот посмотрите, сейчас я вам открою 8 зон. Вот видите, да? Я разделил колесо на 8 зон. Зона 0 напротив зона 10, зона 6 напротив зона 9, зона 1 напротив 21 и зона 11 напротив 28. Итак, 8 зон. Давайте опять откроем колесо. Так вот, эта ставка точечная, она не привязана к 8 зонам. И вы можете очень быстро... Конечно, когда вы играете до броска, у вас времени достаточно, там может еще и кофе попить. Но а вдруг вы играете после броска, и вы решили закрыть в зоне 1 точечная ставка. Вы ставите через 1 14, 16, и у вас получается, это и есть точечная ставка. У вас удваивается номер 1, тем самым вы как бы показываете для себя, естественно, что вы играете зону номер 1 и рядом ближайшая, но закрывает 2 соседа 9 номеров, потому что номер 1 удвоение. Вот давайте попробуем, сыграет точечная ставка или нет. Ну, сейчас посмотрим. То есть это точечная ставка, 2 соседа, номер 1 удваивается. А вот смотрите, вот смотрите, как интересно. Вот, пожалуйста, смотрите, ваша ставка сыграла. То есть сыграл сосед 16. Дилер забирает ваши 2 и в номер 16, он ставит в номер, у вас сыграл сосед в номер 5, ставит 5 долларов. У вас выплата 180 долларов. Еще раз, значит, точечная ставка была у нас 2 соседа, выпал номер 5, сыграл сосед 16. Но вы можете усилить, то есть я сейчас говорю о минимальной, я подчеркиваю, я сейчас говорю о минимальном количестве фишек на ставку точечную 2. Естественно, вы можете усилить, если у вас позволяет бюджет, и, возможно, здесь будут не по 25, а по 100 или по 500 и так далее. Поэтому точечная ставка, вот эти 2 соседа, которые ближе всего идут к номеру 1, я назвал золото. А если вы хотите усилить точечную ставку, но чтобы номера были равномерно расположены, то вы поставьте с внешней стороны, тут запоминать не надо ничего, вы с внешней стороны поставите еще 2 соседа, и у вас все номера, начиная от, смотрите, у вас пятерочка, если было бы удвоение, от 5 до 9, у вас все номера удваиваются, и еще 22 и номер 10 как бы прикрывают вот эту усиленную зону. Конечно, вы можете поставить его сюда еще вот так, вопросов нет. Но я вам показываю именно минимальным количеством, максимальное количество закрыть номеров. Как бы логично оправдывать ту или иную ставку. Итак, еще раз. Шарик остановился в номере 5, вы поставили точечную ставку, поставили ли вы до броска, поставили ли вы после броска, это вам решать. Но в данном случае мы видим, что шарик упал в номер 5, и сосед 16 сыграл при ставке в 50 долларов,
вам выплата 180. Это очень хороший, очень-очень хороший результат. И я говорю, что точечная ставка, она не привязана к тем зонам, которые ранее я вам показал. Допустим, давайте так. Вы решили, что после пятерки, ну, шарик пойдет где-то напротив, в районе 0. И вы хотите сыграть в районе 0 точечной ставкой. Вы можете поставить, допустим, вот так вот. 0. Вы можете поставить вот так вот, то есть удваиваете 26. Это не важно. Самое главное, что вы делаете точечную ставку, выбираете какой-то основной номер. И вы выбрали, что номер 2 при точечной ставке двумя соседями, чтобы удваивался номер 0. Давайте попробуем. Дилер сейчас сделает спин и посмотрим, угадали вы или нет. Очень важно, чтобы если она сыграет, чтобы шарик остановился именно в районе этой ставки, которую вы сделали в треке. Я это делаю на колесе. Напоминаю, что номера в треке повторяют расположение номеров на колесе. Итак, делаем спин. Посмотрим, упадет шарик в районе 0. Здесь сейчас у нас играет 9 номеров. Номер 0 удваивается. Смотрите. Вот так. А он чуть-чуть и дернулся и ушел назад. Давайте еще один сделаем бросочек. И еще один. Посмотрим, дойдет он все-таки в район 0. Вроде шарик хорошо вышел. Ох ты, как интересно. Давайте посмотрим. Да, жалко. Вроде вот здесь упал. Даже если бы вы его усилили, то есть даже если бы вы усилили, к сожалению, да, если бы вы усилили точечную ставку серебром, то сделали бы удвоение, к сожалению, не достает. Вот поэтому я предлагаю еще один вариант. Называется эта ставка 3 соседа. Тот же самый вариант, только вы, когда от 5 вы играете не точечную ставку, а сыграете 3 соседа. Ставка 3 соседа. Выглядит она так. В зоне 0 это будет 0, 28, 21. То есть, что у нас получается? Что вы 3 соседями закрываете 15 номеров от 25 до 29. И в этом случае, посмотрите, в этом случае сосед 21 закрывает, достает двойку. И вам при ставке $75 выплачивают $180. То есть, если вы поставили точечную ставку и поставили $50 и проиграли, то ставка 3 соседа дает вам плюс $105. Вы потратили 75, а выплата $180. Поэтому, может быть, иногда вот есть смысл подумать, какую вам ставку. Вообще, это самая оптимальная ставка. Конечно, вы можете усилить эту ставку и, допустим, поставить здесь вот. То есть, как вам позволяет бюджет. Где-то здесь поставить или поставить здесь вот так. Но не выходите за рамки. Предлагаю все-таки не выходить за рамки этой ставки в 3 соседа. Почему? Потому что все-таки тогда надо вообще все поле закрывать. Смысл какой? Но ставка 3 соседа уже привязана к зонам, вот к тем 8 зонам. Давайте вот я сейчас покажу вам ставочку 3 соседа. Посмотрите рисунок. Вот видите, вот зона 0. И вы ставите 0, 21, 28. Вот она прям повторяется в зоне 0. И вот, допустим, если в зоне 10, посмотрите напротив, то это будет 10, 36, 1. Вот посмотрите, ставочка. Если вы решили сыграть в зоне 10, то вы ставите 10, 36, 1. Вот посмотрите. То есть попробуйте запомнить. Ну, найдете. Откройте мой канал рулетка Investors Life и просто забьете Sales Life в поисковике, то вы там найдете очень много моих выпусков, и везде там я говорю о 8 зонах, и вы все это можете спокойно прочитать, посмотреть, подумать, интересно вам это или не интересно.
А вот давайте попробуем. Допустим, вы вот решили сыграть после двойки. Ну, частенько бывает перевертыш, пятерочка. Попадет шарик или нет. Вот выбранный вами сектор, зона 10. Зона 10. И вы играете тремя соседями. Не двумя соседями. Точечная ставка. Вот она будет. Вот это будет точечная ставка. А сыграете именно тремя соседями в зоне 10. И 3 соседа привязаны вот к этим 8 зонам. Вот я сейчас опять давайте сделаю вот так. Вот так вот. Значит, еще раз. Зона 10. 3 соседа. Шарик лежит в номере двойки. И вы решили, что после 2, возможно, шарик упадет где-то вот в этом районе. Причем вы закрываете 15 номеров. Это очень хорошее, это очень хорошее, скажем так, расстояние, которое вы закрываете на колесе рулетки. Попробуем, что у нас получится. Давайте. Шарик пошел. Посмотрим. Вроде мягко вышел. Посмотрим, как он ляжет, будет ли он дергаться. Если не будет дергаться, значит техника броска была соответствующая, хорошая. Вот куда он ляжет. И смотрите. Оп. Вот, пожалуйста. Пожалуйста, видите как? В данном случае шарик остановился в номере 20. Эти два соседа не сыграли. А сосед 1 закрывает 20 и 14. Вот в данном случае вы получаете приставки. Приставки $75. Вам выплачивают $180. Это очень-очень-очень хороший результат. Ну, давайте, давайте вот выберем еще какой-нибудь сектор. Допустим, после 20 вы решили опять сыграть точную ставку, и, возможно, будет возврат опять 20-21 напротив. И вы решили сыграть точную, вы решили сыграть ставку тремя соседями в зоне 21. И вы ставите 21, 0, 6. Давайте я вам еще раз покажу. 3 соседа ставка. Вот посмотрите. Вот видите, написано зона 21. И вы ставите соседи 21, 0, 6. Ну что, попробуем? Попадем? Дилер. В данном случае это делаю я. И как шарик у нас пойдет в эту сторону. Где он остановится после 20. Причем это он охватывает альфа-лайнс. Бывает часто альфа-лайнс на альфа-лайнс. Пожалуйста, ваш сосед закрывает альфа-лайнс еще даже в 13-27. То есть в данном случае очень удобная ставка. Итак, спин. Посмотрим. Вроде шарик вышел тоже неплохо. А он сделал повтор. Да, к сожалению, бывает. Ну, сделаем еще один. Оставим эту ставку и еще один бросочек. Давайте. Давай. Оп. Вот посмотрите, что у нас получилось. Шарик остановился в номере 13. И у вас сыграл сосед 6. То есть эти два соседа не играют. А сосед 6 закрывает номер 13 и вам выплачивают $180. Ну, давайте еще. Давайте, допустим, сыграем 20, зону 28. И вы опять же играете ставку тремя соседями. Это будет 28, 0, 9. Давайте я вам сейчас еще открою, покажу. Еще раз ставка тремя соседями. Вот видите, зона 28. Вы ставите 28, 0, 9. У вас закрывается 15 номеров. Это минимальное количество фишек на эту ставку. Но вы прекрасно понимаете, что вы можете усилить. Пожалуйста, вы можете усилить. И если это золото, это бронза, то вы серебром можете усилить в районе этой ставки, усилить номера. У вас уже будет двойная, если даже
Вы поставите вот так, и тройная может быть ставка. Но самое главное, вы должны поставить таким образом, чтобы, если шарик упадет, допустим, с выплатой один сосед, это будет $180. Не получилось так, что вы вот так вот понаставите, вот так вот, а шарик упадет сюда. И выплата будет меньше, выплаты будет меньше, чем вы затратили. Ну, это нерационально, согласны, да? Итак, давайте попробуем. Играем. Играем ставку 3 соседа. Зона 28, она привязана. Ставка 3 соседа, она привязана к зонам. И зона 28. И дилер делает спин. Пожалуйста. Так, вроде мягко вышел. Посмотрим, как он ляжет. Эх, а он остался, к сожалению, остался в этом же тиере. Ну, давайте еще одну ставочку здесь сыграем. Вот так вот, смотрите. Вот, посмотрим сейчас. Давай, 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 давай. Оп. Вот здесь смотрите, что интересно получилось. Если бы шарик остановился в 14, то сосед девятки, у вас была бы ставка выигрышная. Вот поэтому я предлагаю еще один вариант. Ставка в полколеса. И у вас будет уже не 3 соседа, а 4 соседа. В данном случае сделаем прям ставочку 4 соседа в полколеса в зоне 28. Она также привязана к зоне, к 8 зонам. И вы бы поставили здесь 29,35, удваивается номер 28, как бы точечная его 28 получается, и 14 и 15. Посмотрите, вот у вас ставка 4 соседа, вы закрываете полколеса, поэтому эта ставка называется в полколеса, либо в полполя, и в этом случае сосед 14 закрывает вашу двадцаточку. И номер 1 еще как страховка. Да, вы потратили $100, но вы не потеряли ни 50, ни 75, а вы выиграли при ставке $100, вы выиграли 180, $80. Это тоже очень хороший результат. Вы также можете усилить, допустим, в этом районе, там, усилить ставочку. Вот. Но, опять же, напоминаю, выплата должна быть больше, чем вы поставили. Поэтому нельзя, не загружать не надо. И я именно на своих примерах рассказываю о минимальных количествах фишек. А максимально можно грузить, там вообще хоть кучами грузите, пожалуйста. Лишь бы он остановился в этом секторе. Я думаю, понятно, да? Итак, давайте еще раз поговорим. Итак, у нас есть ставки. Точечная ставка. Если она не привязана к 8 зонам, еще раз посмотрите, чтобы не было путаницы. Вот 8 зон. Точечная ставка, она не привязана вот к этим 8 зонам. То есть она свободна. Вы можете поставить вот здесь вот здесь, где угодно, как вам угодно. То есть вы можете, ну, 22, допустим, здесь поставили удвоили. Допустим, можете поставить 30-ку, сделать точную ставку на номер 30. То есть, чем она хороша, эта точная ставка, помимо того, что вы достаточно быстро сможете поставить, она не привязана к 8 зонам. Следующая ставка, следующий вариант, это ставка 3 соседями. Это уже ставка, она привязана к 8 зонам. И вот в данном случае в зоне 1, если мы будем рассматривать ставку в зоне 1, 3 соседа будет выглядеть так. 1, 10, 22. Вот я сейчас еще раз вам включу, посмотрите. Вот зона 1, и вот видите 1, 10, 22. Если вы решили поставить, если вы решили, допустим, поставить в зоне 11, это будет 11, 34, 5. Но это надо выучить. Для чего я все это вам предлагаю посмотреть и, возможно, воспользоваться. Дело в том, что блогер очень грамотно организовал турниры на рулетке. Он
подключается к провайдеру, и в прямом эфире, друзья, в прямом эфире вы можете, подписавшись на его канал, вот посмотрите, ниже рулетки написано «Играем здесь», batroulette.ru. А справа вот как раз идет таблица. Вот посмотрите, как это выглядит. Сейчас я включу вам турнирчик. Как этот турнир, как это выглядит в турнир, как выглядит этот турнир. Вот посмотрите, пожалуйста. Это вот видно было дилер. Вот ставки делают. Это вот ставки в поле вы можете сделать. По 300, там, да, максималка. Вот делать ставки с соседями по 500, значит еще 100 в номер. Вы можете общаться. Вот смотрите, сейчас. Шарик остановился. Вот видите, в номер 9, вот номер 9, и вот шарик остановился в номере 27. Вы можете общаться, писать между собой в чате, вы можете общаться, писать какие-то свои мнения, пожелания. Вот что там пишет, ага. Так. Предупреждал, что будет номер 27. Видите, вот написано номер 27. Даже он угадал в номер 27. Ну, гениально. Просто какой-то гениальный какой-то игрок получил. Вот. И вы находитесь дома. Турниры достаточно часто. Несколько раза 2 в неделю, а может быть и чаще. Эти турниры он включает. Вы можете играть бесплатно, пожалуйста. Это вот видите, тут таблица справа, посмотрите, справа таблица, вот видите, фантики нарисованы, фантики. Вам дает 10 тысяч кредитов для игры. Когда вы входите в игру, там очень просто, в браузере забиваете вот этот адрес batroulette.ru, а подписавшись, у вас придет уведомление, что сегодня будет турнир. И когда вы заходите, вы автоматически получаете 10 тысяч фантиков. И играете и по треку, и в поле ставите. Пожалуйста, все в прямом эфире. Пьете чай или коньячок в компании. Вот показываете свои возможности, либо совершенствуете свои возможности. Но самое интересное, что вы можете играть и на кэш. Для этого надо будет перевести на карточку. Вы пишете, что хочу сыграть на кэш, и переводите. И вход 200 рублей, друзья. Ну, в магазин заходим, там неизвестно вообще оставляем, там непонятно сколько денег. А здесь 200 рублей. Подумайте, 200 рублей. Прямой эфир. И чем больше будет игроков играть на кэш, тем больше будет выплата. А разыгрываются 2 места. Причем 70% за первое место и 30% за второе место. Вот и посчитайте. Если будет сумма, допустим, игроков будет 5-10 тысяч или больше, вот и посчитайте, что вы еще можете еще и сводить девушку в кафе или в ресторанчик в случае победы. Так что очень рекомендую, присмотритесь, откройте его сайт, там очень все грамотно, все сделано, он очень грамотно, поверьте, он очень грамотно организовал эти турниры. Итак, давайте теперь мы еще раз вернемся к нашим ставкам по треку. Я это делаю на колесе, еще раз повторяю. А вы, естественно, ставите эти ставки по треку. Еще раз. Точечная ставка. Не привязана к 8 зонам. Далее. Ставка в 3 соседа. Она уже привязана. Она уже привязана к 8 зонам. И ставка в пол колеса также привязана к 8 зонам. Это надо выучить. Откройте мой канал и на, допустим, поисковике зона 0 или зона 10. Я там очень-очень подробно рассказываю о всех зонах. И все это надо выучить. Причем выучить до автоматизма, потому что если вы играете до броска, вы, конечно, можете, ну, скажем так, не спеша поставить. Если вы играете после броска, допустим, вы решили после броска сыграть в зоне 6. В зоне 6 вы играете 34, 4, 11. Не номер 6 у вас в данном случае идет как золотой, а именно номер 34. Запомните это, пожалуйста. Допустим, вы решили сыграть зону 11. Пожалуйста, 11, 34, 5. Все надо делать очень быстро, довести до автоматизма. Или вы решили закрыть зону 9. Вы ставите 14, 8. Вы ставите
22, 1, 12. Здесь тоже не девятка, запомните, в зоне 9 не девятка идет золотым, а именно номер 22. Вот еще раз давайте я открою вам, посмотрите. Три соседа, вот посмотрите, в зоне 20, в зоне 9 вы ставите 22, 1, 12. Ну, потом будете включать и, как говорится, попробуйте запомнить. Это несложно. В зоне 6, 34, 4, 11. Понятно, да? И 4 соседа. Это полколеса. Если, допустим, решили закрыть в зоне 11, это будет 8, 13, 16, 25. То есть вы должны ставить, не думая, то есть довести до автоматизма, тогда у вас не будет как бы заминки, что если вы играете после броска, что не успеете поставить. И рекомендую, если, допустим, вы играете после броска, я рекомендую сначала ставить золотые, то есть ближайшие, потому что вы же выбрали зону 11, потому что вы поставили, допустим, 8-13, а дилер сказал, ставок больше нет, и вы не успеете поставить бронза. Это бронза у нас. Вот это золото. Вот так удваиваете. Вы можете и здесь где-то сделать. Пожалуйста, это я сейчас говорю о минимальном количестве фишек, закрывая максимальное количество номеров. Я думаю, понятно. И давайте вот тут еще рассмотрим зону 10, полколеса. В зоне 10, обратите внимание, два номера. В зоне 10 маленькие, вот они вот здесь вот. Ну, чтобы как бы не обижать их, я немножко сузил ставку в полколеса и сделал, удваивается и номер 5, и номер 10. И, соответственно, у вас будет 13, 14. Только здесь идет не 19 номеров, как везде вы закрываете, перекрываете, а здесь 18. И очень удобно. Посмотрите, 23, 3. Удобно, да? Окончание ставите. А здесь 24, 14. Ну, очень удобно, поэтому и... А если вы здесь поставите серебро, вот так вот с внешней стороны, так у вас вообще утроение здесь будет. Ну, как бы так. Я думаю, вы понимаете мою мысль. Ну что, я думаю, это уже более-менее стало понятно. Давайте поиграем. Вы сейчас для себя, вот номер 10, да? Вы для себя сейчас отметьте, вот из тех вариантов, которые я вам предложил, ну, поставьте какую-то зону точечную, либо три соседа, либо в пол колеса. А я сделаю спин, а я тоже буду ставить, и вот у меня есть такая вот меточка, где бы я поставил после броска, я буду так ставить, и я буду играть, и буду говорить, какую делать я ставку. Вот точечную, либо три соседа, либо в пол колеса. Попробуем? Давайте. И сейчас будет это вот открытая рука. Давайте. Буду делать спин открытой рукой. Но я бы сыграл зону 11 тремя соседями. А он, вот видите, красиво упал в зеро. Если вы, допустим, поставили в зоне зеро точечную ставку, вы бы поставили 3.15, у вас удвоение даже, это вообще шоколадно. Если вы хотели усилить в зоне зеро, точечная ставка, серебро, вы поставили с внешней стороны, ну в данном случае здесь уже было удвоение, а если бы он остановился здесь бы тоже было удвоение. Или, допустим, вот здесь тоже удвоение, понятно, да? Или вот здесь тоже удвоение, в данном случае это хорошая ставка. Так, давайте дальше, поехали дальше, еще. Ну, я бы все-таки вот так поставил, 28, тремя соседями. Вот смотрите, тремя соседями, да? Вот я играю зону 8 тремя соседями. Я поставил 28, 0,9. А вы видели, как шарик вроде сюда полетел, взял и отскочил. Но в данном случае, раз он упал здесь, то, естественно, что мы будем? Упал и упал. А вот если бы я выбрал ставку в пол колеса и поставил бы в зоне 28, пол колеса это 29,35, зона 28, 29,35, 14,15. Вот, пожалуйста. И ставка бы моя сыграла. Вот видите, чем интересна ставка в пол колеса? Я думаю, что все-таки к ней тоже надо будет присмотреться, потому что в случае выиграть меньше, чем потерять
полностью ставку, допустим, в 3 соседа 50, либо 3 соседа 75, либо 2 соседа точно 50 долларов. Понятно, да? То есть в данном случае я просто неправильно выбрал ставку. Ну что, пробуем еще. Итак, номер 4. Поставьте, пожалуйста, чтобы вы сейчас поставили после номера 4, что вы любите, что вы не любите, или что вам подсказывает интуиция. А я сделаю спин. Итак, от 4 сделаем такую ставочку, смотрите. Сделаем такой спин. Ну, сыграем 28. Все-таки я вот сыграю 28. Еще раз. 3 соседями. Вот, пожалуйста. Шарик упал, и в данном случае моя ставка не сыграла. Если вы, допустим, играли от 4 пятерочку и сыграли зону 10 3 соседями, это будет 10, 36, 1. Если вы играли ставку в пол колеса в зоне 10, это будет 23, 24, 13, 14. Я сейчас говорю о минимальных ставках. Я не говорю, что вы можете здесь добавить, это пожалуйста. Если бы вы играли точечную ставку в зоне 10, это было бы 8, 24, она бы тоже сыграла. Понятно, да? То есть самое главное, это угадать сектор, который вы выбрали, что он действительно сыграет. Ну и еще раз, давайте попробуем. Сделаем бросок. Ну что-то, я думаю, все-таки он полетит 28. Вот сюда вот. Давайте посмотрим. Да, вот видите, он прямо упал наконец-то. Вот видите, то есть я ставил 3 соседями, как я сказал, да, зону 28, 3 соседа, это будет вот так. Запомните, смотрите, 28, 0, 9. А что я тут делаю? Я же вам не показал, извините, да. Извините, забыл, но не важно, да, я все объяснял. Смотрите, 28, 0, 9, 3 соседа. Извините, что забыл переключить, но думаю, что вы по голосу тоже могли там сориентироваться, даже, может быть, и интереснее было бы. Итак, я после броска играл зону 28, я поставил 0, 28, 0, 9, и шарик остановился в номере 7. У меня сыграл золотой. Если бы я усилил, допустим, серебром в этом районе 2 соседями, то у меня была бы двойная выплата вот здесь вот. А если бы вот так бы поставил, была бы тройная. Понятно, да? Ну, давайте еще. Еще, допустим, выпал номер 7. Что вы ставите после семерки? Подумайте еще раз. Ставите ли вы точную, если у вас бюджет позволяет, ставите с усилением. Ставите ли вы 3 соседа, либо ставите в пол колеса. Это вам решать. Самое главное, чтобы понять, в каком секторе остановится шарик. Итак, номер 7. Спин. Я бы поставил 3 соседями в районе 0. Вот, пожалуйста, 3 соседями. Смотрите, как интересно, да? Я играл 3 соседями. Я играл ставку 3 соседа. В зоне 0 3 соседа. Это 0, 0, 28, 21. И в данном случае мой сосед 28 сыграл 29. Давайте еще раз покажу. 3 соседа. Уже сразу же переключусь. Вот, пожалуйста, смотрите. Зона 28, зона 0. Вот смотрите. Зона 0. Я играл зону 0. И у нас 3 соседа. 0, 21, 28. И в данном случае именно сосед 28 сыграл у меня. И мне при ставке 75 долларов я выиграл 180 долларов. Конечно, вы здесь могли бы поставить ставку и по 100 долларов, и по 500. Это все зависит от вашего бюджета. Поэтому я говорю сейчас о минимальных ставках и о минимальном количестве фишек. Ну, давайте еще попробуем. Итак, номер 2. А, кстати, сегодня 29 мая. Видите, как интересно. Давайте еще попробуем. Спин. Что у нас получится? Ну, я бы сыграл повтор. Вдруг попадет 29. А вы также поставьте ставочку. Вот сейчас еще можно. И ставок больше нет. Все. После этого вы уже ничего не сможете сделать. Ничего поменять.
А он, смотрите, он остался, смотрите, остался где-то здесь, но, к сожалению, ушел в номер 20, он вернулся к четверочке. Хорошо, моя ставка не сыграла. Если вы поставили в зоне 21 ставку тремя соседями, это будет 21-0-6, сыграл золотой, это бронза. Для себя просто, это серебро, было бы удвоение. Поставили вот так, было бы утроение. Да, вот здесь утроение. То есть это ваш выбор. И, как говорится, дай бог вам выигрышей, стабильных выигрышей. Итак, шарик остановился в номере 21. Поставьте, пожалуйста, что бы вы хотели поставить. Точечная ставка, 2 соседа, 3 соседа и полколеса, полполя, ставка 4 соседа. А я сделаю спин. Ну, я все-таки вернусь к 28. Зона 28 я сыграю тремя соседями. Я поставлю в треке 28-0-9. Где шарик остановится? Так. А он сыграл повтор. Вроде пошел. Ну да, но если вы поставили... А теперь посмотрите, что интересно. Чем интересна ставка, допустим, в 3 соседа. Если вы, допустим, поставили 3 соседа, посмотрите. Вы поставили ставку 3 соседа в зоне 11. Вы поставили 11, 5, 34. Пожалуйста, ваша ставка сыграла. Видите, как интересно? 15 номеров, ваша ставка сыграла. Я уж не говорю про зону 6. 34, 4, 11. Пожалуйста, вы здесь уже взяли золото. Я даже не говорю про зону 21. 21, 0, 6. Пожалуйста, вы опять сыграли золото. Более того, я не говорю про... Даже посмотрите, вы играете, вы решили сыграть зону 0. Пожалуйста. И у вас опять ставка сыграла. Видите, как хороша ставка? В 3 соседа. Вы закрываете 15 номеров. И в данном случае охват, видите, какой большой? Вы 4 вариантами соседей в зоне 20... 3 соседями. Вы 4 позиции. Они выигрышные. Только либо это будет бронза, либо это будет золото. Я думаю, понятно. Давайте еще поиграем. Итак, номер 25. Поставьте, пожалуйста, сейчас до броска, или потом, когда после броска, или посмотрите, что я буду ставить. Это ваш выбор. Вот. Что вы любите после 25. Вот был 20, перед этим был у нас где-то здесь, ну, неважно. Итак, я играю спин. Вот так, хорошо пошел шарик. А я все-таки опять сыграю 28. 3 соседями. 28, 0, 9. Это 3 соседа я сыграл. Смотрите, а он, ну, прям не пошел. А вроде пошел. Даже если он в четверочку бы упал, ставка 4 соседа бы меня достала. Но я играл 3 соседями. В данном случае был повтор. Хорошо, давайте еще сделаем бросочек. Давайте сделаем бросочек еще один. Вот так. Я оставлю ставку 28. Я буду играть 3 соседями. А вы для себя, вот сейчас ставок больше нет. Но не хочет он просто, но не хочет идти в 28. Итак, если вы сыграли в номере, если вы сыграли в зоне 11, это прямо есть зона 11, даже если бы вы сыграли, угадали точечной ставкой, это вообще гениально. В данном случае играют и 3 соседа, 11, 34, 5. Ну уж я не говорю про ставку в пол колеса. Это будет ставка 8, 13, 16, 25. Друзья, еще раз, для чего я это говорю? Блогер очень грамотно организовал турниры игры на рулетке. Вот если вы посмотрите на картинку, вот видите, внизу написано «Играем здесь». batroulette.ru. Вы в браузер забиваете этот адрес и выходите сразу на турнир. Вам предоставляется 10 тысяч кредитов. Вот видите справа таблица, вот тут фантики, вот красненькие вот фантики, вот
написано. Счет, фантики. Вам дается возможность играть бесплатно, пожалуйста. Вам дается возможность играть на кэш. Вход 200 рублей. Друзья, ну 200 рублей. Пожалуйста, вы напишите в сообщение. Вот давайте я вам еще раз покажу заставочку, вот эту турнир. Как проходят турниры. Вот так они проходят, смотрите. Вот и сейчас идет прямой эфир. Вот прямой эфир. Это вот, и вот видите, вышла таблица. Вот так вот выглядит таблица, которую он создал. Вы можете играть в поле. Пожалуйста, в поле. Вот фишки у вас там 5, 100, 25, пожалуйста. И играть соседним. Вот сейчас ставит игрок, ставит прям 500, ставит сосед, это по 100 в номер. Вот. И в данном случае сейчас дилер, вот дилер делает спин. Вот он пошел. Это все видно, вы это все можете увидеть. Где остановился шарик? Ну, я вам уже говорил, что шарик остановился в номере 27, а игрок поставил в 27 300, 400 в номер. Еще написал, что, посмотрите, что предупреждал. Вот здесь, он, если повыше вы увидите, что сейчас будет 27, и шарик упал почему-то в 27. Ну, это непонятно, вообще непонятно. Но, тем не менее, такое тоже бывает. А почему нет? И вы дома, находитесь дома, спокойно пьете чай или что-то покрепче, в компании, ну, неважно. И у вас есть возможность, хорошо провести время. Здесь много интересных людей, можете познакомиться, пообщаться, поделиться своими мнениями, своими историями. Друзья, это очень интересно и очень удобно. Что главное, смотрите, прямой эфир. У вас есть возможность бесплатно играть, пожалуйста. Вы можете попробовать даже сыграть на кэш, причем чем больше будет людей, тем больше будет банк. А там, если вы, допустим, проиграли 10 тысяч, а также вам дается 10 тысяч, когда вы играете на кэш, то банк может расти, додеп делаете, банк может расти, и в принципе при выигрыше, а разыгрываются 2 места, за первое место вы получаете 70%, за второе место 30%. Друзья, очень удобно, очень удобно. Ну, давайте еще несколько бросков. Еще раз я повторю вам, что есть, я вам предлагаю присмотреться к 3 ставкам. Это ставка, давайте вот в районе, допустим, 21. Я предлагаю вам присмотреться к 3 ставкам. Точечная ставка. Она не привязана к 8 зонам. Еще раз покажу сейчас, просто еще раз. Вот 8 зон. И точечная ставка, она не привязана. Вы можете в любом месте поставить. Точечная ставка не привязана к 8 зонам. Можете здесь поставить, где угодно. Вот решили, что вам хочется, ну вы думаете, что после Арфалайнса, там где-то 3, 4, 6, шарик упадет где-то в районе 20, допустим. И вы прям делаете точечную ставочку до броска, после броска, это ваш выбор, но вы решили сделать точечную ставку, вы закрываете Арфалайнс, удваиваете номер 20, если шарик остановится. Давай попробуем, а вдруг повезет. А вот интересно, да? Давайте, может быть так сложится, давайте. Вот на таком броске, смотрите, мы сейчас посмотрим. То есть вы сыграли точечную ставку после Арфалайнса, вы сыграли Арфалайнс в районе 14 соседа. И где шарик? Вот. Видите, как интересно, да? Вот. Смотрите, как интересно. Он вроде здесь полежал и ушел. Поэтому в данном случае ваша ставка не сыграла. Но если бы вы поставили серебро, именно серебро с внешней стороны, то ваша ставка бы сыграла, вы даже бы выиграли. Понятно, да? Следующая ставка. Это 3 соседа. Ну, допустим, шарику 3 соседа. 3 соседа, допустим, в зоне 28. 28, 0, 9. Давайте я вам сейчас включу 3 соседа. Посмотрите еще раз. 3 соседа. Вот посмотрите. В зоне 28. Вот видите, вот от 0 слева. В зоне 28 3 соседа вы ставите 28, 0, 9. 28, 0, 9. Вы перекрываете 15 номеров. Выплата при ставке $75 у вас получается $180. Это очень хорошая ставка такая. Вы можете усилить эту ставку, пожалуйста. Если это золото, это бронза, вы можете усилить серебром здесь, усилить серебром здесь и здесь. Но поставьте таким образом, чтобы выплата в случае попадания выплаты 180 не превышала
затраченных денег, понимаете, да? То есть приставки, допустим, вот здесь вам выплачивают, если шарик вот остановится вот здесь, да, вам выплачивают $180, а вы поставили раз, два, три, четыре, 150. То есть у вас будет плюс. А так не получилось, что вы поставили на $250, а выплата 180. Ну, обидно было. То есть вы угадали сектор тремя соседями, допустим, или четырьмя соседями, неважно. Но выплата оказалась меньше. Понятно, да? Ну, вот то, что я сегодня хотел вам рассказать. Я знаете, что самое что интересно? Посмотрите, это мой третий эфир, и я все три эфира, сейчас говорю об устных ставках. Ну, так получилось, что не специально, так просто я только сейчас это поймал себя на этой мысли. Смотрите, первый эфир был 18 мая, устные ставки. Второй эфир был 22 мая, устные ставки. И сегодня 29 мая. То есть, если вы захотите опять вернуться и посмотреть об устных ставках более подробно, потому что в дальнейшем я буду говорить о чем-то другом, показывать что-то другое, то есть будем с вами общаться, надеюсь, еще не один раз, то вы всегда можете вернуться к этим ставкам, посмотреть, как они ставятся, посмотреть их преимущества, ну и заодно вспомнить, что они все располагаются вот здесь. 18 мая первый эфир у меня был, 22 мая второй эфир и 29 мая. Сегодня 29 мая прямой эфир на моем канале «Рулетка и мы Сердце Лайв». И еще, друзья, просто хочу вам напомнить, что на рулетке, вот в момент броска, каждый штрих заключает в себе исключительное значение. Мы еще вернемся к этой мысли, очень глубокая мысль. А сейчас я благодарю вас за внимание. Было приятно пообщаться с вами. Надеюсь на взаимность, понимание, что я говорил, было достаточно понятно. Возможно, вы воспользуетесь этими принципами. Три варианта соседей. И до новых встреч. Большое спасибо. Всего доброго.